Привет, друзья! Российский военнослужащий рассказал о применении дрона Камикадзе Ланцет на Украине и о том, как украинская армия пытается бороться с ударами дрона Ланцет. Эффективность достаточно высока, во-первых, из-за скорости применения, а во-вторых, это точность, то есть это тратится меньше боеприпасов, как минимум, с первого раза поражение производит. Танки, самоходки, гаубицы, да, БМПшки, какие-то БТРы, то есть и тяжело бронированная техника, и легко бронированная техника, как бы все цели возможны. И начинают оттягивать свою и артиллерию, и самоходные артиллерийские установки, также и, то есть не оставляют где-то поблизости и тяжелую технику тоже. Начинают там подъезжать, отрабатывать и уезжать. Также начали маскироваться они лучше, то есть они глубже в леса. Если техника есть, они ее убирают в лес подальше, чтобы нам было сложнее до нее залететь из-за деревьев. Стараются маскироваться рельефом местности. Начали устанавливать ланцетные сетки над капонирами. Также начали они очень много выставлять ложных целей. Это как надувные цели, так и строят гаубицы из тех же бревен просто. Нужно больше времени для совершения выстрелов. Достаточно активно используют, потому что глушат очень часто. Периодически глушат каналы управления. Знаем, как с этим бороться? Да, мы уже с опытом привыкли к этому, научились бороться, обходить это все дело, так что это какой-то особой проблемы не доставляет. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.